Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. Меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео хочу предложить вам сделать имитацию глиняного колокольчика. А делать его мы будем из соленого теста. Для начала нам понадобится конус. Склеиваю его из тонкого картона. А внешнюю часть оклеиваю скотчем, для того, чтобы в будущем тесто было легче снять с формы. Я буду использовать заварное соленое тесто. Оно очень эластичное и хорошо держит форму. Сразу заколеровала его оранжевым и коричневым цветом. Подробный рецепт этого теста есть в описании под видео. Раскатываю пласт толщиной приблизительно полсантиметра. Оборачиваю им форму и срезаю лишнее. Если вместе шва тесто плохо склеилось друг с другом, можно дополнительно смазать его водой или разбавленным клеем ПВА. Также можно подровнять нижний край конуса, а неровности загладить водой. Вырезаю круглое личико и приклеиваю глазки и нос. И для надежности все детали склеиваю на клей ПВА, немного разбавленный водой. Бороде и усам придаю форму ножницами, но нарезаю не слишком тонкие полоски, для того, чтобы они не пооткалывались после высыхания. Делаю надрезы на шляпке для того, чтобы придать ей более старый и потертый вид. А внутри делаю углубление для того, чтобы поплотнее прижать ее к голове. Ладошки делаю из небольших кружочков. Разрезаю их на 5 частей и сглаживаю острые срезы, придавая пальчикам более круглую форму. И делаю ноготки, просто немного вдавливая палочкой. Одолжила у дочери формочку буквы S из набора для лепки. Она напоминает по форме подкову и как раз подходит мне по размеру. Поверх уже приклеенных ладошек клею рукава. А пустое пространство на спинке заполняю грибами-мухоморами. Для ножек раскатываю 2 одинаковые колбаски, немного загибаю их и сверху приклеиваю пальчики. На маленьких пальцах делаю ноготки точно так же, как на руках.
А на большом делаю круглый ноготь, ручкой, из которой вытащила стержень. Думаю, многим знаком такой способ окрашивания фигурок из соленого теста для выделения рельефа. Покрываем всю фигурку темной краской. У меня это темно-коричневый строительный колер. Также можно использовать гуашь. После высыхания такая краска должна легко смываться влажной тряпочкой. Поэтому акриловая краска для такой техники не подходит. После смывания краски нужно еще раз подсушить фигурку, так как верхний слой может немного раскиснуть от воды. Окрашивать домовенка я буду масляной пастелью. Это тесто можно окрашивать и акриловой краской, и гуашью. Но вот сегодня мне захотелось именно посмотреть, как вот будет масляная пастель такие эффекты потертости создавать. А красить акриловой краской я буду уже в следующем видео такое тесто. Я выбрала именно теплые цвета, они, на мой взгляд, очень хорошо сочетаются с темно-коричневым цветом. А подкову крашу серым цветом. Можно при желании покрыть еще серебристой краской для имитации металла. И им же подчеркиваю рельеф по нижнему краю. Покрываю глянцевым лаком только элементы, окрашенные пастелью. Всю остальную фигурку оставляю матовой. Нанизываю ножки на проволоку и продеваю снизу вверх, закручивая вверху петельку. Наш домовенок готов. Мне очень понравился результат. Мне очень нравится, как выглядят эти потертости от масляной пастели, как такой состаренный эффект. И все-таки мне кажется, что удалась имитация натуральной глины. Пишите в комментариях свои отзывы, понравилось ли вам. А на этом я буду с вами прощаться. Всем пока и до встречи в следующих видео.